Здорово всем, с вами Миша Выплюшка, это канал бывшего осужденного. И сегодня я расскажу вам, как я заработал в себе панические атаки. Это продолжение моей биографии, история человека, который попал с ранних лет в криминал. Для тех, кто впервые здесь оказался, добро пожаловать, подписывайтесь, ставьте лайки. Немного о себе. Я человек, который провел 12 лет в местах лишения свободы, 4 сроками. Здесь я на канале рассказываю свой опыт, всю вот эту свою жизненную историю, чтобы люди не совершали моих ошибок, возможно, ценили то, что у них есть, в сравнении со мной, с моей жизнью. И также хочу смотивировать других людей изменить свою жизнь, как это сделал я. Видео несет никакой пропаганды, агитации. Я за свободную, спокойную, мирную жизнь. Давайте, погнали. В общем, в прошлый раз история для тех, кто все-таки следит за каналом, закончилась тем, что я второй раз освободился. После второго срока начал встречаться со своей будущей женой. Свадьба, но все-таки меня волокло назад периодически. Сегодня расскажу вам. Забегая вперед, скажу, что панические атаки, если кто-то знает, что это такое, если нет, я расскажу об этом. Если кто-то знает, что это такое, я их заработал посредством употребления всяких запрещенных веществ, что я, кстати, тоже не одабриваю. После того, как я у меня свистанула фляга, я перестал что-либо употреблять. Ну ладно, это все в этом выпуске вы увидите, узнаете. Но перед началом ролика прошу поставить вас лайк, подписаться на канал, если кто не подписан. Также подписаться на соцсети ВК, Инстаграм, ТикТок. Все это в описании, в закрепленном комментарии. И также у меня есть новость. Я открыл еще один канал. Там будут эфиры, прямые эфиры, реакции и прохождение всяких игр. Например, сегодня там выйдет реакция на интервью скопинского маньяка у Ксении Собчак. Также там будут игровые стримы. В общем, этот канал чисто для эфиров. И с основных каналов, после того, как там пройдут стримы, я их буду заливать туда. В общем, ребят, подписывайтесь, будет интересно, будет круто. В общем, ссылка в описании с закрепленным комментарием. Давайте еще вот здесь она вылезет, чтобы уж прям точно вы перешли. И также на Твиче. Игры я буду стримить еще и на Твиче. Тоже подпишитесь, ребят, поддержите. Это несложно, это бесплатно, как всегда. Давайте начинать. В общем и вообще, давайте так, раз уж о панических атаках сразу. Я в основном в своей жизни был синеносым рыцарем. То есть я по синьке убивался. Наркотики и прочее. Я употреблял поскольку. То есть в основном это были курительные всякие штуки, слава богу, спайс я никогда не пробовал. То есть я никогда внутривенно ничего не употреблял, но было несколько раз, что я там разнюхивался скоростями. И произошло следующее. В общем, я никогда это не покупал, я никогда, то есть, где-то угощали, где-то там какие-то были у меня барыги, которых я мог там просто дай, хочется думать, дай. И там брал. Все ничего. Кстати, когда первый раз я освободился, я очень много дул, не знаю, почему я забыл про это рассказать. Я очень много дул, то есть здесь прям был такой бум этой фигни, то есть много было отравы. Слава богу, не было хмурого, но было очень много всякой кислоты, скоростей и дудки. Я дул. И дул достаточно много и часто. Также потом уже под конец, уже, наверное, перед подсидкой второй, я попробовал скоростя. Не скажу, что мне понравилось, в принципе, нормально было. Короче. И периодически, в общем, если кто-то угощал, если у кого-то было, то есть мы, разнюхивались. Я скажу вам так, я, наверное, раз 6 попробовал скорость в своей жизни. И чем это закончилось. Вот такая история. Что смотрите, прошла у меня свадьба. И день, наверное, на 3-й или на 4-й мы там с типом, поехали. Он брал прям, много брал и барыжил, походу, там. В общем, мы попали на хату, где, готовят эти все химические реакции проходят, где готовятся эти скоростя.
лаборатория такая своеобразная. В общем, я зашел, они что-то там разговаривают между собой. В общем, я увидел гору на кухне, прямо на столе вот этого кайфа. Я спросил, говорю, можно, типа, угощусь? Они говорят, да, давай. Я сделал себе 2 дороги, разнюхаться, короче, и по итогу мне сказали, что, типа, это не бодяжный, так что лучше одну напополам. Или одну, половину от одной, что ли, короче, мне сказали все-таки. Короче, сколько-то они мне дали, вот. Не из-за того, что им было жалко, из-за того, что, чтобы я не отъехал, мне не стало плохо. Вот. Я посчитал, что, типа, ну, это мало, это несерьезно. Вот. И по итогу, что сделал я? Пока они там уже продолжили все вместе дальше разговоры, отвлеклись на меня, вот, все присутствующие в этой квартире, я взял, короче, чай, заварил себе. И пока там они занимались своим делом, я просто в чай себе плюхнул, короче, вот, из этой горы порошка, короче, плюхнул себе в чай, размешал, так сказать, по кишке, употребил. Вот. Кстати, ребят, не забывайте еще подписываться на Телеграм и на закрытый Телеграм-канал. То есть там смотрите ссылку в описании, там есть инструкции. Блин, ну здесь просто приходится реально рассказывать как-то с такой цензурой. Вот там как-то с этим повольнее проходит. Вот. Итак, короче, первые 4 часа мне было хорошо, я помню. Мы ехали на тачке этого типа, у него какой-то внедорожник был, не помню. Короче, музыка играет, солнышко светит, я на пассажирском, короче, у меня огромные болты, и я помню, что он смеялся, говорил, что ну, я что-то рассказывал, меня невозможно было заткнуть. Вот, а он был, как бы, он не употребил, не знаю почему. Вот, короче, дальше было следующее. В общем, я пришел домой, мне стало хреново. Катюха легла спать, потому что она беременная. Я, короче, ходил в комнате в пустой и чувствовал, что как бы, ну, блин, что-то меня колбасит. Вот. Звонил этому кренделю, он говорит, ты просто загнался. Звонил другим кренделям, я говорю, выйдите, побудьте со мной, мне, короче, хреново. Никто не выходил, говорит, успокойся. То есть, да, надо было по-хорошему, конечно, синьки выпить. Вот. Как это все происходило, знаете, как в песне Гуфа «Вождь». Есть такая старая тема. Вот. Короче, по итогу, я ходил до последнего, по комнате, не мог никак себя успокоить. Короче, у меня начали уже губы синеть, руки неметь, короче, ну, потому что мотор работал на износ. Вот, в общем, я вызвал скорую, они приехали. Катюх проснулась, говорит, что с тобой? Я говорю, у меня сердце, короче, типа прихватило. Вот, ну, я не стал говорить, что как, из-за чего. А нет, пизжу. Ей-то я и сказал как раз-таки. Ей сказал, короче, приехала скорая, я к ним выбежал и с подъезда запрыгнул просто в машину с бешеными глазами. Я говорю, это я вызывал. Они такие, что случилось? Я говорю, я, короче, скоростей обожрался. Они, понятно, ложись. Сразу достают дефибриллятор, фигатор, короче, мне капельницу сразу поставили, что-то под язык там. Ну, я, короче, смутно помню. Вот, и, короче, везли они меня в больницу. Я им там объяснил, что, типа, я спортсмен и употребил, типа, вот, для того, чтобы заниматься. Кстати, ну, это так и есть, на самом деле, многие спортсмены употребляют этот стимулятор, вот, ну, стимуляторы, и в том числе вот именно тот самый фен, да, скорость, спиды, как кто называет, короче, вот, которые, не знаю, сейчас продаются или нет, короче, вот, ну, тогда их было валом. Короче, привезли меня в скорую, в больницу привезли меня. Меня предупредили, что от этой капельницы меня будет подглючивать, и действительно, то есть я отошел, пока меня везли, меня вот прокапали, то есть я отошел, и то есть меня реально стало чуть-чуть глючить. Я подошел к стенду, где эти всякие образцы заявлений, и у меня печати бегали такие вот по всему этому стенду, по всем заявлениям. В общем, у меня не было телефона, я спросил у охранника, говорю, дайте телефон, позвонить, там, узнать, что там дома вообще происходит. Потому что у меня как чуйка была, что они могут за мной приехать. Вот, потому что там мать дома с мужем была. Он мне не дал телефон. Там сидела девчонка, короче, такая вся, коленки разодранные, там, что, не знаю, ну, я, говорит, подхожу, говорю, есть телефон? Она говорит, есть. Она тоже, походу, с таким трипом, как я. Вот, есть телефон? Она, да, есть, только разряженный. Я, блин.
Я говорю, что с тобой случилось? Они, короче, поехали на какую-то дачу, не знаю, там, что они делали. Короче, ее тоже чем-то угостили, она ничего не помнит, не знаю, там, что с ней происходило. Вот, короче, она вся изодранная такая, ну, в печальном состоянии пребывает. Короче, по итогу все-таки охранник дал мне телефон, вот, и я позвонил, и оказалось, что да, за мной едут мои, мать в том числе, короче, и Катюха беременная едут за мной. Я сразу пишу отказ, говорю, все, я, короче, все, выздоровел, все, спасибо, я пошел. Выхожу, и как раз такси подъезжает, там мать начинает орать, ой, что ж такое там, то сюда, Сережа, я тебе говорил, там, но кофе не пей. Представляете? Я, да, мать, все нормально. Приехал домой, и под утро, где-то часов в 4-5, меня парализовало. Представляете? Короче, жесткая канитель. И я лежал, мне опять вызвали скорую, я лежал, короче, весь бледный в холодном поту. Вот, и как бы приехала скорая, и опять что-то мне там укололи. Уже рассказали они матери, из-за чего, потому что я им рассказал, ну, когда скорая приехала, им надо говорить, чтобы они знали, от чего тебя лечить. То есть, если ты им скажешь, там, да не знаю, вот что-то там простудился, то есть сюда. Надо говорить всегда как есть, если там, ну, что-то ты там употребил, там, чтобы они знали, ну, чтобы они тебе могли помочь. Вот, это я всегда знал, никогда не думал, что это мне пригодится, но это я всегда знал. Короче, ну все, мать что-то там поорала, короче, решили они меня особо не ругать за это, что меня ругать, короче. Так узнали, что я наркоман был на тот момент, и почему был, не знаю. Вот Андреевич говорит, что это типа неизлечимая болезнь. Ладно, разбираться в этом не будем. Напишите обязательно свое мнение по этому поводу. Бывают ли бывшие наркоманы или нет. Итак, прошло несколько дней, может быть неделя. Сейчас мы подбираемся к паническим атакам. Я пошел проверить здоровье в больнице. И как бы не нанес ли я себе вред там какой-то прям жесткий этим всем вот этим моментом. Зря я это сделал, не знаю зачем, а может и к лучшему, посмотрим. Хотя что смотреть, ну не знаю. Короче, пришел, записался к терапевту, чтобы мне сделали УЗИ сердца и что-то там еще, там, не помню, сосудов. Меня спросила, по какому поводу, я ей рассказал. И то ли она решила меня напугать, то ли, не знаю, может быть, ее муж не чпокал последний, может, у нее его нет. Не знаю, может, у нее настроение было плохое, может, я рожей не вышел как-то. Короче, она мне отправила на УЗИ, на кардиограмму. И после чего она мне, посмотрев на мою кардиограмму, сказала, знаете что у меня болезнь сердца, я там не буду вдаваться в какие подробности, короче, мне осталось полгода максимум. Процесс необратим и поможет только пересадка сердца. Чтобы вы понимали, прошло уже 10 лет. Короче, я пришел домой, в доме траур, Сережа умирает. Все, как бы я сказал, что мне полгода осталось жить максимум. То есть у меня беременная жена, она в слезах, все, короче, ну капец. После этого у меня начались панические атаки, то есть я боялся спать. То есть мне сказали, ну я умру скоро, понимаете, в течение полгода. То есть я боялся спать, я постоянно мерил себе пульс, она мне еще сказала, меряй пульс постоянно, меряй давление, пей какие-то таблетки, не помню какие, короче, вот. И что было дальше? Короче, все это кончилось тем, что я постоянно вызывал себе скорую, и мне постоянно казалось, что у меня останавливается сердце. Вот. Потому что она мне сказала, что скоро я умру от того, что у меня с сердцем все, хана. Короче, закончилось, вернее не закончилось, продолжалось это тем, что я пошел наблюдаться в дневной стационар, психиатр меня поставили на учет, мне прописали колеса, сначала такие не очень жесткие, потом они перестали помогать, мне увеличили дозировку, потом и они перестали помогать, мне стали назначать более сильные колеса. Короче, поначалу они помогали, потом переставали помогать, и мне сменили очень много препаратов. Вот. И таким образом я жил 3 года. То есть в состоянии вот этих панических атак постоянных. И постоянно употребляя какие-то препараты, плюс еще меня возили в дурку 3 раза, там лечили.
Это помогало на какие-то периоды. В общем, в таком состоянии я прожил 3 года. Вот. Это забегая вперед, да, скажу. Я просидел еще один срок, об этом расскажу в следующем видео, сейчас уже будем заканчивать. Короче, вот так я себе заработал панические атаки. А более подробно, да, что такое панические атаки и как они проявлялись, и что это такое вообще, что это за жесть, я расскажу вам в следующем видео. Надеюсь, лайк заслужил, подписочку, дизлайк, платный, кстати, на канале, 100 рублей спишут карты, и его надо аргументировать, почему ты его поставил. Ребят, я желаю вам от всего сердца добра, серьезно. Пускай вам буду таким примером человека, который вот реально оступался, но тем не менее смог выжить, я надеюсь, не просто так. И вот, ну, действительно, может быть, такая миссия у меня, знаете, пройти все это дерьмо и, так сказать, не знаю, научить, показать людям, вот уму-разуму, так сказать, ну, вот какая жизнь может быть, да, чертовка, мягко говоря. Вот, и что надо продолжать жить, несмотря ни на что, ни на какие трудности. В общем, все как бы преодолимо, все в наших руках. Вот. На этом все. Не забываем про соцсети, про мою просьбу подписаться на каналы. Ребят, всем добра. Берегите себя. Увидимся.